Эх, и на воле, на просторе, что ж не жить, не поживать, и на лучшем в мире море камни за берега швырять, ни уюта, ни постели вам искать не нужно тут. Дождь продолжается, сижу в палатке, пережидаю. Позавчера, когда возвращалась с восхождения, издалека еще вижу палатку свою. Стоит только на одном коле, второй завален. Думаю, ну все. Это, наверное, медведь учуял запах колбасы, пришел, свалил палатку, все поел там, все испортил. Думаю, что делать? Никогда больше, думаю, не буду колбасу с собой в поход брать. Уже в начале похода мне мышь погрызла коврик из-за нее, из-за запаха. Опасная вещь колбаса. Но подхожу к палатке, слава богу, это ветер повалил ее. Вот. В этот раз я ее так камнями завалила, что никакой ветер мне не страшен. Так что непогода пусть бушует. У меня тут запасы газа и продуктов. Все есть, можно пережидать. Ну вот, на второй день выглянуло солнышко, и можно хоть чуть-чуть прогуляться вокруг. А там на горках снег навалил. Вовремя я оттуда убежала. К вечеру распогодилось, я поднялась на небольшую обзорную вершинку. Вот там виден мой перевал Делькю. Вдали. Вот там снежничек. На него ведет. Вот он. Там уже горки в снегу. И вот долину Делькю. Она носит явно выраженный ледниковый облик. Это трог. Борта долины как бы срезаны уступом. Это след отступившего ледника. Вот гребешок, по которому я поднимаюсь от долины Делькю. И вот он меня вывел к видам на ледники, за которыми лежит гора Раковского. Тоже одна из высочайших вершин Сунтар-Хаята, 2887 метров. Но она сейчас не видна, это еще не она. Вот за ней там должна быть вершина. Вот со следующего ледника на нее, видимо, можно подниматься. Здесь гуляю не только я. На этом обзорном гребешке много следов коз, баранов. А вот и характерные следы водно-ледниковой эрозии. Горы разрушаются, образуются вот такие осыпи. Гальку выносят ручьи, оставляя за собой широкие ложа. Это все галька, это не снег. А вот и перевал Вронского открылся. Тот, по которому я вышла сюда из долины Ниткана. Ух, сколько же ягод здесь. Смородины. Ну, все зеленые еще пока. Там просто обсыпные кусты. Да. Вот впереди долине наледь лежит. А я ухожу от холодных гор, засыпанных снегом. Верховье Делькю безлесное, на протяжении около 35 километров. Река течет в широкой, плоской долине, много проток. Вот какая здесь уже Делькю. Где можно сплавляться. Да, иногда так кажется, но это только видимость. Здесь еще очень мелко. Придется часто протаскивать лодку, переходить с одной протоки на другую. Обычно на наледях олени спасаются от жары, от гнуса. Что они сейчас там делают, непонятно. Я иду в перчатках, холодно, дует сильный ветер, и солнышко сейчас не очень-то и согревает. А впереди на горизонте-то уже видна зона леса. А уже лес.
Ну, еще километров 13-15. И все, там уже можно сплав начинать, я надеюсь. Оттуда вытекает ручей Обручева. Здесь я решил пообедать. А там уже будет мой лагерь. В зоне леса, в зоне бифуркации. Там, где впадает ручей Васьковского. Верховье Делькю. Какая красота. Горная тундра — это потрясающая вещь. Это Охотский хребет. Он отделяет долину Делькю от реки Ахаты. Быстротечно лето Сунтар-Хаиты. Уже отцвела дриада, куропаточья трава. Первое дерево, лиственница, в районе впадения ручья Васьковского, ручья Обручева, чуть-чуть ниже. Очень приятно идти по горной тундре, легко. Правда, здесь столько каменистых участков, что я уже не могу идти в своих легких эво-сапогах. За время путешествия они заметно поистончились, и теперь ступни в них чувствуют каждый камешек. Благо сейчас на широких тундровых террасах в основном сухо, и я иду в ботинках. Ручей Обручева впадает здесь несколькими протоками, и, похоже, ботинки я все же замочу. Вот в этом месте долина Делькю делится. Вот туда налево уходит Делькю-Куйдусунская, а вот туда уходит Делькю-Охотская. То есть часть воды течет в Охотское море, бассейн Тихого океана, а Делькю-Куйдусунская — это притоки Индигирки, Северного Ледовитого океана. Вот, а сюда идет ручей Васьковского. И туда направо, если пойти, можно выйти на ледник Васьковского и там подняться на гору. Величественным куполом возвышается безымянная вершина 2797. Совсем недалеко за ней вершина, гора Васьковского. Есть еще куда стремиться. Но сейчас меня ждут международные соревнования, Рогейн, чемпионат мира. 2,5 недели осталось до них. Вид с моей стоянки на границе лесной и тундровой зоны. Лесотундра. Деревья здесь еще небольшие. Вот туда идет каньон Васьковского, ручей Васьковского, и там ледники и высокие горы. Это верховье Делькю, куда я пришла. Вот мой лагерь. А там зона бифуркации. На дальнем плане зона разделения. Вот реки Делькю на 2 потока. Вот какая здесь широкая долина в зоне разделения потоков. Основная вода идет в Делькю-Охотскую. Куйдусун что-то мало воды идет. Берега реки здесь крутые, обрывистые. Сюда с трудом вылезла из ручья Васьковского. А здесь прям крутые обрывы. Чтобы котелок набрать, приходится котелок поставить, потом самой вылезать. На том берегу видно, стоит знак, что здесь река делится. Вот какой-то тур там. И еще там, видимо, какая-то стоянка оленеводов на убежище от дождя в плохую погоду. И вот здесь уже вполне полноводный поток. Что будет дальше? Еще там долина широкая в начале, разделение на протоки, но попробую начать сплав отсюда. Вот тут такой крутой спуск. И сразу в голубую водичку с ледника Васьковского.
А там река. Я начинаю сплав по Делькю с района зоны бифуркации. Отсюда 420 километров до Охотского моря. Может быть, чуть больше, потому что обычно чуть ниже начинают сплав. Вот такие дела. Вот он, тур, который стоит на зоне бифуркации. Сейчас я на него вылезу, посмотрю. И вот тут вот, буквально сейчас, вправо пойдешь, в Тихий попадешь, влево пойдешь, в Ледовитый попадешь. Вот это река, бифуркация. Это не то, что вам Оренока. Основная масса воды идет в Охотское море, в Охоту. И вот эта вот маленькая проточка, вот это в Куйдусун. А вот здесь на берегу стояночка. Похоже, стоянка оленеводов. Никого нету. Наверное, пошли за теми оленями, что я видела на леднике, на леде. Вот солнечные батареи тут. Все как полагается. Вот кострище. Вот так, с печкой. Заходить не буду. Ну вот, чтобы люди здесь не заблудились, пожалуйста, вот он. Тихий океан. Северно-ледовитый. Просто куда хочешь. Все пути нам открыты. Тысяча 50 километров. Вилюйск. Якутск 617. Да. У меня нет с собой никаких средств связи, поэтому я оставляю записку на всех перевалах и выдающихся турах. Вот и здесь пишу, что иду на Тихий. Посреди тундровых просторов здесь стоял забор, чтобы олени не разбегались вверх по долине. Но сейчас он уже, видно, развалился, остались одни опоры треноги. На левом борту долины Делькю, есть озера. А там впереди видно остатки наледи. Много очень проток, но правда, вот которые в Куйдусун, они сухие. Но и здесь, в Делькю Охотской, тоже может быть много разбоев. И может быть придется где-то идти пешком, не проплыть будет. Посмотрим. Прощальный взгляд на верховье Делькю. Как же все-таки красиво в тундре, в лесотундре, когда хорошая погода. Просто счастье. Там виден ледник Васьковского. До него километров 10-15 максимум.
этот кустик кедрового стланника с меня ростом. Здоровый. О, шишечки есть. О, это высота, руку поднимаю. О, крепыш подосиновик. Красота. Да, после единого русла в начале, где валы заливали так, что у меня в лодке вода. Но это не страшно. А сейчас вот разделилась речка. И самое опасное здесь на быстром течении сесть на мель, на камни, порвать мне лодку. Поэтому я здесь иду аккуратно. И лодку даже стараюсь чаще проводить, если мелко, чем где-то там плыть. Лишние несколько метров лучше провести. Но здесь вот я, конечно, уже сейчас залезу в лодку. Здесь большая вода началась. А были разбои, ого-го. Вот тут нормально. Топляки только он впереди. Значит, там опять разбивка. Будем искать проходы. Вот так идешь, неминуемо вылетаешь на мель, и тут главное вовремя выскочить, чтобы не повредить лодку. Ну, а вот где уже большая струя подходит, здесь опять садишься, плывешь дальше, вон там уже будет. Ну, сначала опять мель, а потом чистый проход. Сколько-то еще проплыву. О, что творится. Меляки, топляки. Недаром теплеть начинают сплав. Ну ничего. Иногда все-таки проплываю с валами. Сейчас такой вал был огромный. Но уже этот участок прошла. Ну вон виден под горой справа, которая такая пирамидальная. Бугор, где зона бифуркации. Вот оттуда я стартовала. Уклон хороший и скорость течения очень сильная. На участках, где русло единое, был хороший сплав. Но вот опять разбои. Опять я вместе с топляками села на мель. И какое-то время буду проводить лодку. А впереди уже видна наледь. За наледью русло должно собраться воедино. Может быть, пойдется попроще. А сейчас самое опасное, это, конечно, пропороться на быстром течении и сесть на острый камень. Вон уже, ой-ой-ой, сколько в лодке воды. Так, сейчас меня на мель. Чем заканчиваются съемки на ходу, села на мель, но удачно. Не на большом течении, не на острые камни. Сейчас вылезу, пойду дальше. А там опять какие-то мели, топляки шумят. Надо камеру прятать. Все-таки красивейшая вещь наледи. Трудно пройти мимо. О. Ух, какой голубой. Вещь. О, за наледью русло собралось, стал глубже, лучше плыть, но начался каньон,
Ну, он широкий, но просто мест для стоянок, похоже, тут нету практически. А время уже позднее, поэтому попробую я вон там вылезти сейчас. На берег и встать. То вот здесь, похоже, можно вылезти. Ну вот, нашла стояночку и поближе к воде, прям на левом берегу. Вот, отличное местечко. Единственное, что, конечно, берег тут, береговая линия, вот такой крутой обрыв, с него прям сыпется. Ну ладно, разгружусь здесь. Благо, у меня вещей немного. Лодку вытащу. Хоба! И рюкзак. Ну ладно. Место стоянки у меня здесь потрясающее. Всегда стараюсь выбирать места с обзором. А это просто место силы. Грех не выпить за начало сплава. В 4 ночи на восходе так задуло, что я вылезла и привалила лодку камнем, чтобы ее не унесло. Дуло все утро, и хоть и светило солнце, было прохладно и как-то неуютно. Небо располосовало перьями, и меня охватила смутная тревога. А потом из-за гор, миражом дальних вершин стали кучевые облака. Дуло так, что костер в целях экономии спичек я разводила с помощью резинового клея. И поскорее отчалила. Внизу, в каньоне, было все-таки теплее. Вот такой здесь сплав. Уже несложный. Ну, валы еще заливают, конечно, лодку, но не сильно. Но на меле практически не сажусь. Вот пошли участки вообще плесов, глубоких ям. Скоро буду пытаться промыть колеса. После каньона начался простой участок, здесь только разбой русла, а так вот уже можно с лодки снимать. Вода то замедляется на разливах, то устремляется вниз с такой скоростью, что только держись. Вскоре я, похоже, поймал кураж, веровала в свою надежную лодку и сходу направляла ее в основную струю, Малыш-Вер, когда все вокруг ревет и бурлит. Лавировала между большими пирамидами с языками пены. Но вот тут, перед Наледной поляной, опять начались разбои, ели. Но это уже редкость для дальнего участка Дельтю. Так она достаточно много вариантов прохода. Протоки глубокие, а он наледь далее. Вода потрясающе голубая, явно течет с ледников. Но на участке, где не было видно, что же там впереди, за резким перепадом все же зачалилось. Недалеко перед устьем Трубного здесь вот такой необычный порог. Первый такой я встречаю на Охоте. Дельтю Охотский. Ну, я уже здесь причалила, чтобы посмотреть. Теперь, наверное, не пойду, просто проведу. А так, в принципе, ничего сложного. Чистая струя. Ну, валы зальют, правда. Вот такая горочка с большими валунами. Ну, в принципе, ничего сложного, но одна не хочу идти. И не иду. Адреналин берегу на соревнования. Вот там видна долина Ледниковой. И вот при ее падении или приходе этой долины Дельтю, это сплошная шевера, такие валы были, покаталась, будь здоров. Но на моей лодочке я как уточка себя чувствую на волнах. Меня покачивает, но заливает, правда,
местами сильно он в воду поллодки. Но, надо сказать, оно себя устойчиво ведет, даже когда залито. Вчера вечером была гроза, дождь, я только успела причалить, поставить палатку, как зарядил дождь, но он был всего-то час, наверное, шел. Но вот во что превратилась река утром. Это просто кофе с молоком. Погода великолепная, солнце, но по такой реке я не пойду. Буду ждать, когда вода упадет. Это просто день и ночь. Две совершенно разные реки, вчера и сегодня. Это да. Вообще никаких островков. Вчера была голубая, синяя вода. Не, ну по такой тоже сейчас так к морю можно плыть. Но не, я не пойду. У меня отличное место. Я встала в очень хорошем лиственничнике на взгорке. Выбор места сейчас очень важен, потому что вот такие вещи случаются. Обалдеть. Пока не спадет бушующий, ревущий поток, можно заняться выпечкой блинчиков. На самом деле я устала и хотела сделать дневку, но жалко было бы в хорошую погоду ее делать. Но тут вот такая погода, и плыть невозможно. Я спустилась порядка 30 километров с Верховьев, а здесь до устья Ледниковой уклон порядка 10 метров на километр. То есть я спустилась почти на 300 метров. Тут стало значительно теплее. Не знаю почему. Погода стала теплее или действительно спустилась. Но вот сегодня первую ночь я очень тепло спала. Выспалась. Было очень комфортно. А то там в Верховьях все время то дуло, то холод такой был, что не высыпалась. Так что у меня здесь полноценный отдых. Недалеко от устья Ледниковой. На дневке еще хорошо сделать баню по-походному. Вот такое ведро сооружается. А туда вода наливается, и все. Из гермомешка. Вода нагревается на костре и отлично моется. Чего? Вот такая у нас дневка вышла. Широкая долина распахивается после устья Ледниковой. Похоже, вчера я прошла более крутой участок в районе впадения самой Ледниковой, а тут дальше, о, какие разливы, широченное русло. Ну, сейчас, конечно, паводок, но и так понятно, что здесь намного проток делится река. Но вот там где-то километра через 2 должна начинаться так называемая труба Гинзбурга. Участок сужения, где пороги на протяжении 2,5 километра. Поднялась от реки и вышла на шикарнейшую тропу. Просто дорога. Обалдеть. И вот тут забор. Оленегонный. Красота. Можно попробовать зайти вон на эту вершинку. 1487. Обзорная. Гулять по таким дорожкам одно удовольствие. Как хорошо, что меня здесь задержал паводок. Да и в такую хорошую погоду. Солнечно. Жарко. Вода вся мутная.
Интересно, тропа вывела меня в одном месте к такой наледи. Вроде здесь ручьев нету. Больших, по крайней мере. Посреди леса. Твердые. Какие там голубые промоины. Вода журчит, не пойду. Вокруг трава вытаяла. Лес рогов, как будто. Шикарная тут тропа по лесотундре теперь идет. По белому мху, ягелю, озера. Красотища просто. Вместо обзорной вершинки вышла обзорная прогулка вокруг вершинки. Вдоль вершинки. Черника здесь очень ничего спелая. А то у меня вверху там ничего и не было. Такой спелый. Тропа растворилась в ягельниках, но здесь часто встречаются вот такие временные убежища. Остатки, следы человека. Следов много, вон там забор. Следов много, а самого человека попробую увидеть тут. Уже 3 недели никого не вижу. Если паводок будет продолжаться, приду сюда пытаться поймать рыбу. Вот какой открывается вид с обзорной маленькой вершинки. А мне вон за эту гору еще обратно идти. А тут безбрежная тайга разреженная. Но по ягелю здесь ходить очень легко. И сухо абсолютно. В ботинках весь день сегодня хожу. Хоть бы что. Вот так. Сейчас отыщу тропу около озер и быстрее домой. То скоро уже солнце сядет. Медведи выйдут на тропы. Тут много камней встречается перевернутых. Явно хозяин тут ходит. Припозднилась я с возвращением на стоянку. В начале августа тут уже заметно темнеет. Это не то, что в начале маршрута, когда были белые ночи. В сумерках мне уже не раз мерещились медведи. Фонарик я не взяла, и в густом лесу на подходе к лагерю шла практически на ощупь. Хоть на открытых пространствах и светила полная луна. Получается, ровно месяц, как я уже на маршруте. Это Сунтар, здесь никогда не будешь ты стар. На второй день вода еще высокая, спала чуть-чуть, но еще мощная. Поэтому я иду гулять в другую сторону от лагеря и снова вышла тут на отличную тропу, хоть по карте она не показана тут, показана на другом берегу. А здесь опять великолепные виды. Отличная тропа. Иду к озерам горным, которые где-то в 5
километрах от моего лагеря. Хочу там попробовать половить рыбу, потому что в реке сейчас не половишь. Вдруг поймается что-нибудь. Ну и просто в такую погоду погулять, конечно, очень приятно. Кедровки, вьюрки, жизнь. И вот снова забор. На этот раз такой хорошо обихоженный. Похоже, это кораль. Он огорожен со всех сторон. Загон большой для оленей. Круг огорожен. Вот какая лесенка выпилена из бревна. Сооружение мощное. Вот тут сани. Ух, какие. Ух. Ремешки кожаные. Ну, какие полозья. Ломаются, наверное. Копылья. Вот такие саночки. А тут прям все хозяйство, топор. Здесь он сковородки там. В общем, все здесь лежит, ждет людей. Вот как гнутся заготовки для полозьев. Там они тоже под бревно засунуты. Здесь уже обточено. Вот так вот. Все своими руками делается тут. Присутствие человека прям во всем. А где же люди? Ну, пожалуйста, мясорубка. Даже что-то там сохнет. А это что за сооружение? О, упряжь с колокольчиком. Ха. Тренажерный зал. Вот это я понимаю. Класс. О. Так. Нехило. Вес взят. Все есть для счастья. А вот, пожалуйста, люлька для ребенка. Вот там вот сеточка, чтобы комары не залетали. Застегивается. И, пожалуйста, расти детей. Не, ну тут если
Останешься без одежды и обуви, пожалуйста. Можно даже прибарахлиться. Ну и, конечно же, печатное слово. Вот чего не хватает в непогоду, когда холодно, идет дождь. Вот здесь на что ловится, а? На красный шарик. Будем иметь в виду. Просто закидушка. Здесь в сумке инструменты тяжелые. Если что, можно отремонтироваться. Чего только нету. А вот какая маленькая, легкая. Видимо, очень легкая нарточка. О, какая. Ну и самое интересное, это вот это сооружение. Лабаз на ножках. Вот лестница. Сейчас попробуем приставить и туда зайти. Так. Ну вот я залезла. Здесь дверь. Так, а тут все самое... Осторожно, петля. Еще самое ценное даже. Лежок. Куча сапог, шкуры, одежда. Ой, какой аркан. Плетеный. Ой, колокольчики. Какие звонкие. Даже бинокли. Вот это да. Здесь в коробке я нашла кусочек оленевого жира. Не удержалась. Мне так не хватает. Ну, немножко поем. Простите меня, добрые оленеводы. Здесь даже ружье. Подвязанное веревочкой. Как бердана, дерсу, зола. А тут впереди показались даже домики. Маленькие, как баньки какие. Крыша дранкой крыта. Открыто. Ну точно, баня. Отлично. О, где можно было мыться-то. Где же люди? Прям я как в каком-то фильме ужасов. Куча следов. И людей нету. Есть кто живой? Так. Ого. Целый склад вещей, шкур. О, книжки есть. Жить можно. Ой, ну от этого я, пожалуй, от пару ложечек не удержусь. Какие картинки. Раньше была наскальная жизнь, а теперь тетрадная.
Лабазы на ножках, которые железом обиты. Здесь тоже сани хранятся. Седла вьючные. Еще один лабаз. Местный житель Мурундук. Какие здесь красивые виды на ручье межгорном. А тропа великолепная, дальше идет, видимо, к озерам. Надо сказать, сегодня погода, конечно. Начало маршрута у меня такой не было, что безоблачно, солнечно, жарко. 3 августа. Бурундукяну. И вот моему взору открывается это озеро между гор. Озеро Гусеница. Вот такое. Не зря прогулялась. А там за перевальчиком еще одно озеро. Клюв. А вдали глубина. Прозрачная, чистая. И здесь тоже стоянка. Какая интересная избушка. Вся из теса. Покинутая стоянка. Что-то здесь много оставлено вещей. Как-то странно. Обувь. Детские туфельки. Мусора много. Неужели люди сюда когда не придут-то? Непонятно. А за озером, за стоянками шикарнейшее болото. И горки обрамляют его. Тропа продолжается. Вот там второе озеро. Тропа ушла в сторону, и я просто перевалила небольшой водораздел, и вот оно, озеро. Озеро Клюв называется. Если бы назывался Клев, я бы точно попробовала здесь половить. А Клюв почему, не знаю. Красота, ну не песня ли? О, да тут плавсредство лежит. Неужто надо с воды ловить или сети ставить? Возможно, это уровень озера упал. Такой был заход, что ли. Уровень воды меньше стал. Ну, такая, не ледяная, но холодненькая. А тропа вышла снова в долину.
Индюлькил. И я увидела те места сверху, которые уже проходила. Где-то там, внизу.